Добрый день, мы из Украины, и я рад приветствовать вас на своем канале. Мы начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 6 марта, киевское время, 18 часов. Ночь прошла очень бурно. Сегодня ночью с 5 на 6 марта российские оккупанты атаковали Украину иранскими дронами камикадзе типа Шахед-131, Шахед-136. Они аналогичные по своим тактико-техническим характеристикам. Причем надо отметить, что теперь основные атаки, чаще атаки осуществляются дронами с северного направления, даже я бы сказал с северо-восточного направления. Брянская область, там размещаются подразделения и операторы этих дронов. Всего наши силы противовоздушной обороны зафиксировали 15 шахедов, 15 пусков ударных беспилотников, 13 из которых были уничтожены силами противовоздушной обороны. 2, к сожалению, достигли своей цели. Но вот такая вот ночь была очень активная, а теперь об оперативной обстановке на всей территории Украины. Российская Федерация основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши воины отбили более 95 атак противника на указанных направлениях. Враг и дальше нарушает нормы международного гуманитарного права, продолжает наносить удары, осуществлять артиллерийские обстрелы гражданских объектов и домов мирного населения. Пытается уничтожить критическую инфраструктуру нашей страны. По уточненным данным, за прошедшие сутки противник нанес 31 авиационный удар, 8 ракетных ударов и совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения Россией дальнейших ракетных ударов очень вероятна, высокой вероятностью по всей территории Украины. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирование вражеских наступательных группировок не обнаружено. В течение суток оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты Сумской и Харьковской областей. Купянское и Лиманское направление. Здесь изменений не зафиксировано. Бои также продолжают идти в лесах в районе Кременной, у Макеевки и Площанки. Это три горячих точки на Купянском и Лиманском направлениях. Бахмут. Здесь враг имеет определенные успехи в населенном пункте Забахмутовка. Продвигается вглубь нашей территории. Произведены в общем существенные продвижения у врага не зафиксированы, за исключением вот отдельных участков типа Забахмутовки. Бои продолжаются на северных, восточных и южных окрестностях самого города Бахмута. На Авдеевском и Шахтерском направлениях враг имеет незначительные успехи у Невельского. Продолжаются бои в Марьинке и возле Победы. В Марьинке и возле Победы противник успеха не имеет. Наступательный темп на этих направлениях вышеперечисленных противника продолжает оставаться очень высоким, и противник постоянно ведет атакующие боевые действия. На Запорожском и Херсонском направлениях здесь противник обороняется, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление. Это касается Запорожского направления, особенно в районе Угледара. Но тем не менее ситуация остается более-менее стабильная и контролируемая. Огневое воздействие было со стороны российской артиллерии по более 40 населенным пунктам. Есть жертвы среди гражданского населения и повреждения гражданской инфраструктуры.
С введением в заблуждение сил обороны враг маневрирует, передвигая колонны в районах населенных пунктов Новая Каховка, это Херсонская область, и Армянск, временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. Эти деяния вызывают недовольство личного состава российских оккупационных войск. Основная причина в отсутствии достаточного количества топлива и даже намека на эффективность таких действий. То есть они просто гоняют колонны, изображая большие маневры, большую переброску войск. В высшем военном руководстве Российской Федерации тут назревает конфликт из-за значительных потерь и отсутствия реальных достижений на линии фронта. В феврале текущего года Путин присвоил командующему Восточным военным округом Мурадову звание генерал-полковника за доклад о якобы успехах 155-й бригады морской пехоты на Угледарском направлении. Сейчас Шойгу требует от генерала отработать звание и взять город любой ценой. По имеющейся информации, руководство бригады и военнослужащие отказываются снова идти в бессмысленное наступление, в которое их отправляет бесталанное руководство. Идти на штурм хорошо укрепленных позиций вооруженных сил Украины без какого-либо обеспечения и подготовки. Тут, кстати, надо вспомнить и казачьи батальоны, которые мы вчера с вами обсуждали. Кстати, они приданы на усиление именно этой бригаде. И вот видите, конфликт после того огромного, большущего разгрома, кстати, западные разведки назвали бои под Угледаром одной из самых больших танковых сражений, которое произошло за год этой части нашей российско-украинской войны. Вот, когда российские войска потеряли больше 100 единиц техники буквально за несколько дней. И вот именно на этом участке сейчас вот такая вот напряженность в плане выполнения боевых задач и желание личного состава продолжить участие в этой войне. Далее, в Волновахе Донецкой области захватчики обустроили базу восстановления поврежденной техники на фондах местного профессионально-технического училища. Студентов принудительно вовлекают в ремонтные работы. Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения личного состава и техники противника, 1 позицию средств противовоздушной обороны врага. В целом, украинские воины за прошедшие сутки ликвидировали 650 российских захватчиков, уничтожили 9 танков, 11 боевых бронированных машин, 7 артиллерийских систем и 2 средства противовоздушной обороны. Также враг потерял 15 беспилотников, это с учетом разведывательных, там 13 были сбиты в ходе ночной атаки оперативно-тактического уровня. Вот, и 2 были сбиты разведчика беспилотника на линии фронта. А также 8 автомобилей и 2 единицы специальной техники. На сегодняшнее утро корабельная группировка врага в Черном море держится на ракетобезопасном для себя расстоянии от контролируемого Украиной берега оперативного командования Юг. Ну, я вам говорил уже, что у нас, кстати, появилась информация, даже уже появилось видео. Нам Великобритания передала комплексы «Гарпун» на автомобильной базе. То есть они, если раньше мы делали там, приспосабливали пусковую установку, мы делали тоже, старались на автомобильной базе, то сейчас уже она пришла на базе армейского грузовика. Почему? Потому что комплекс «Гарпун» он корабельного он морского базирования, он корабельный. Хотя и в то же время он применяется против кораблей. То есть это было средство ведения боя для боевых кораблей и кораблей боевого обеспечения. Но тем не менее, вот мобильность этого комплекса сейчас будет повышена за счет постановки на хорошую колесную базу. И они могут передвигаться вдоль всей линии побережья от Херсона до Белгород-Днестровского. И на всю свою дальность 220 километров они контролируют акваторию Черного моря.
Это, кстати, еще ответ на вопрос, почему мы не топим Черноморский флот. Потому что они боятся заходить в зону поражения наших ракетных комплексов. Далее, так вот, на утро сегодняшнего дня в акватории Черного моря находится 15 кораблей. Три носителя, три ракетоносителя, ракет «Калибр», 2 из которых подводные лодки. То есть 2 подводных лодки и 1 надводный носитель. Общее количество ракет «Калибр» этих 3 носителей залп может составить до 16 ракет. Вот такая вот военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Ну и поговорим немножко о военно-политических новостях. Они тоже есть сегодня и курьезные, и интересные. А именно разгильдяйство и дедовщина, она в российской армии как была, так она и процветает. В Курской области солдат-срочник расстрелял 2 сослуживцев. Причем расстрел состоялся рядовой срочной службы по имени Магомед. Стоял на посту часовым. Заметил движение, ну и стандартная фраза часового согласно устава: «Стой, кто идет». Не получив ответ, часовой открыл огонь на поражение. Теперь, расстреляв своих же военнослужащих. Насколько известно, один скончался на месте, второй вроде бы как доставлен в госпиталь. Ну, вот эта безалаберность в том плане, что хождение в районе границ поста, где несут бои. Караул, кстати, является выполнением боевой задачи, даже в мирное время. Там выдаются боевые патроны. И теперь вот такой нюанс: если он их расстрелял в границах поста, то есть если они перешли границу поста, и он их расстрелял, то он должен быть поощрен командованием за выполнение устава гарнизонной караульной службы. Если же они не дошли до границы поста, то он сядет в тюрьму за то, что он незаконно применил оружие. Ну, это нюансы караульной службы. Тем не менее, просто те шли куда попало и на окрик часового не отреагировали, в результате получили пулю. Вот такой вот там разброд и шатание на сегодняшний день в некоторых частях. Далее. Российские военные продолжают реагировать на тяжелые потери бронетехники. Вот то, что неоднократно мы с вами обсуждали, что из Кремля очень часто раздаются распоряжения от верховного главнокомандующего ихнего по фамилии Путин. Беречь технику, беречь. Потери колоссальные. Российская экономика так и не смогла перейти на военные рельсы, как бы они там ни хвастались, что бы они там ни говорили, но выпуска новых современных танков нет, модернизации имеющихся танков нет. На сегодняшний день они с трудом могут, только наладили ремонт тех танков, которые они снимают с хранения. Так вот, они вынуждены на сегодняшний день разворачивать 60-летние танки типа Т-62, Т-72, то есть выпущенные еще при Советском Союзе. Об этом говорит нам британская разведка. Так вот, существует реальная вероятность того, что даже части 1-й гвардейской танковой армии, это армия прикрытия Москвы, да, та самая, которую мы дважды разгромили, сначала под Броварами и под Киевом, а потом на Харьковском направлении. Так вот, у них сегодня, и это ж гордость вооруженных сил Российской Федерации, 1-я гвардейская танковая армия, они же ей очень, очень гордятся. Вот. Это армия, которая там показывала на парадах на Красной площади Армату, Т-90 «Прорыв», танк там, ну и другие, Т-72Б3, Т-80 БВМ, лучшие модернизации. Так вот, сегодня эта армия пересаживается на Т-62. И чтобы компенсировать те потери, которые они понесли. Кстати, я напомню, что командующий этой армией был снят с должности, именно снят с должности, с возбуждением уголовного дела по факту необоснованных потерь, особенно в технике. Личный состав их особо, видимо, не волнует, но за технику его сняли.
Так вот, они пересаживаются на Т-62, на Т-72. И мы уже заметили, мы уже идентифицировали в Украине такие виды вооружения, как БТР-50. Эта машина 1954 года была постановки на вооружение. Они снимают ее с хранения и поставляют, то есть БТР-82 или БТР-80, уже о таком даже речь не идет. Уже речь идет о БТР-50. Почему 50-е? Видимо, 60-х и 70-х БТРов тоже на складах особо не осталось. Или же их невозможно просто сегодня завести и отремонтировать. Или отремонтировать и завести и поставить в строй. Так вот, с лета 22 года за полгода было снято с хранения около 800 танков Т-62. Они были частично модернизированы, в частности заменены прицельные приспособления более-менее на современные, которые всего улучшат их эффективность только в ночное время. То есть там ставятся прицелы, я так понимаю, старого советского производства, с ночным каналом, с ночной ветвью. И, соответственно, больше никаких существенных модернизаций в этих машинах не применяется. Не на все танки устанавливается динамическая броня. В основном она отсутствует. И тут мне сразу вспомнилось танки Т-62, Т-72. Я сразу вспоминаю Брэдли, американскую боевую машину Брэдли, которую мы сейчас активно получаем, на базе которой мы формируем, точнее которой мы сегодня укомплектовываем наши вновь сформированные бригады, и которая прозвана была в американской армии «Истребитель танков». Так вот, Брэдли создавалась, первые машины Брэдли создавались для борьбы с танками Т-62, Т-72. Только мы получаем более свежий вариант, уже модернизированный Брэдли, а Российская Федерация возвращается к тем танкам, против которых она когда-то, первые ее образцы когда-то создавались. Вот так меняется, точнее, баланс технического оснащения противоборствующих сторон. Вооруженных сил Российской Федерации и вооруженных сил Украины. В сети появилось средства массовой информации, опубликовали расследования, которые проводили журналисты нескольких стран, и они показали, что Россия планирует присоединить Беларусь к 2030 году. Внимание, особенно для белорусов, что для этого планируется интегрировать белорусскую армию в российскую армию, навязать российскую образовательную систему, уничтожить белорусский язык, навязать русское видение истории и раздавать российские паспорта. Вот такой план. Он более подробно расписан в средствах массовой информации, но это проводилось комплексное расследование журналистами, еще раз повторюсь, нескольких стран мира. И они такой вот план составили. Ну, кстати, белорусская армия уже на грани поглощения. Они требуют, чтобы Лукашенко отдал приказ, и тогда это автоматически перейдет под командование единого штаба сил безопасности союзного государства на базе Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации. НАТО тоже не сидит, не дремлет, и Великобритания и Германия впервые примут участие в современных воздушных операциях НАТО над Эстонией. Об этом сообщил министр обороны Британии Бен Уоллес. Персонал наших ВВС, сказал Бен Уоллес, в Эстонии играет жизненно важную роль, обеспечивая безопасность европейского неба и усиливая присутствие НАТО на востоке Европы. Совместные операции такого рода демонстрируют силу и единство альянса НАТО и нашу общую решимость поддерживать мир и безопасность во всем регионе, заявил Уоллес. Вот такое вот, ну, они заступают, кстати, там у них же на основе ротации НАТО есть воздушное крыло, которое располагается в одной из стран Балтии.
которая обеспечивает безопасность воздушных границ НАТО. И сейчас они решили провести вот эти комплексные маневры, и в них будет участвовать Британия и Германия. Ну и высказано, Financial Times издание высказало предположение, что террористическая столица мира, как интересно назвали Москву, да, пишет Financial Times, Москва колеблется закупать иранские баллистические ракеты, так как считает, что союзники могут предоставить ответные Украине ракеты большой дальности, в том числе и Атакмс, сообщает издание Financial Times. Ну, я не думаю, что это сдерживающий фактор для наших союзников. Вопрос передачи нам дальнобойного вооружения, типа ракет дальностью 150-300 километров, я думаю, что это просто вопрос времени, так же, как и самолетов, который будет, скорее всего, будет осуществлен ближе к проведению контрнаступательной операции. Вот. Поэтому вряд ли то, что Москва, скорее всего, не колеблется закупать иранские ракеты. Путин бы их закупил с закрытыми глазами, не глядя, за любую цену. Он предлагал и там и Су-35 Ирану, и, кстати, они сейчас должны передать. В апреле месяце должны передать большую партию Су-35 с обученными пилотами иранскими. Эта сделка была заключена еще ранее. Просто они как-то так мало говорят, но она уже на финишной прямой. Россия готовит эти самолеты к передаче иранской стороне. Вот. Я думаю, что здесь главным сдерживающим фактором есть сам Иран. Иран не очень хочет лишний раз тратить вооружение. Посмотрите, какая с шахедами ситуация. Ведь контракт на 1700 шахедов до сих пор не закрыт. И скорость их передачи со стороны Ирана Российской Федерации как-то очень резко замедлилась. Почему? Потому что мы не наблюдаем такого массового применения шахедов, как это было еще буквально несколько месяцев назад. Сейчас вот 15 штук, это прошлой ночью 7 было шахедов. Там неделю назад было, по-моему, 16 или 20 шахедов. То есть вот такое вот количество их резко падает, и частота применения тоже резко падает. Свое производство, я так понял, Россия до сих пор наладить не смогла. Белоруссия либо не спешит, саботирует, либо тоже не может наладить. Потому что Лукашенко говорил месяца 2 назад о том, что они возрождают эту программу беспилотников, своих якобы белорусских. Но мы же прекрасно понимаем, что это может быть поставка из Ирана и сборка в Беларуси на тех предприятиях, которые должны были заниматься производством отечественных белорусских беспилотников. Так что посмотрим. В любом случае радует та новость, что Россия не получает сегодня иранские баллистические ракеты. Тем более у Ирана такая ситуация назревает, что они могут быть им очень полезны. Ну вот Турция начала разворачивать корму в сторону Российской Федерации. Вот я бы так это характеризовал образно. Реджеп Эрдоган блокирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО, чтобы не смущать Путина. Видимо, существует договоренность. А Российская Федерация, Путин, я так понимаю, помогает экономически, помогает держаться Турции на плаву. Вот один из сотрудников Института Ближнего Востока заявил, что Россия стала экономическим спасательным кругом для Турции после того, как другие страны ввели санкции за свою деятельность, за ее деятельность в Сирии, военное сотрудничество с Россией и другую враждебную деятельность. Без российских денег Эрдоган не смог бы повысить зарплаты или оказать финансовую поддержку студентам. Поэтому Россия все еще остается привлекательным партнером для Эрдогана, заявил некто Гонул Тол по турецкой программе Института Ближнего Востока. Я даже больше добавлю, Турция пропустила Спарту, судно, сухогруз, который
шел с военным грузом из Сирии, шел в Новороссийск. Я так понимаю, что в Российской Федерации настолько огромнейшая проблема с вооружением, что они выгребают все, что можно и где можно выгрести. И я так понимаю, что из Сирии вывозится все, что было там накоплено на базах, все оттуда вывозится и сейчас будет переброшено через Новороссийск, будет переброшено в Украину. Но тем не менее Турция пропускает. А этот судно «Спарта», если я не ошибаюсь, ему было дано даже прозвище, по-моему, «Восточный экспресс». Почему? Потому что она постоянно моталась между Новороссийском и Сирией и обеспечивала и ротацию личного состава, и доставку техники, вооружений и продовольствия. То есть оно занималось снабжением вот этой турецкой военной базы. Оно в сопровождении кораблей Черноморского флота спокойно пересекло Босфор и зашло в порт Новороссийска. Вот так вот Эрдоган играет двойную игру. С одной стороны, и постоянно, кстати, даже я бы не сказал не двойную игру, он все-таки в большей степени играет на стороне Российской Федерации. Он постоянно нас склоняет к тому, чтобы мы согласились на переговорный процесс, чтобы мы сели с Россией за стол переговоров, а он выступил в роли большого миротворца. Кстати, еще одна неприятная новость из Турции, это то, что оппозиционная коалиция на президентских выборах в Турции, вы знаете, там стартовала предвыборная кампания, на 14 мая назначены президентские выборы в Турции. И до сегодняшнего дня, в принципе, считалось, что у объединенной оппозиционной коалиции есть шансы победить Эрдогана, и их представителю есть шансы победить Эрдогана в этой президентской гонке. Но сегодня пришла новость из Стамбула о том, что оппозиционная коалиция развалилась. Не поделили власть. Старые не захотели уступать молодым. И выдвинулся старый кандидат, которого не поддержали представители молодых, более молодых, более, будем так говорить, свежих политических сил Турции. Они не просто вышли, они демонстративно вышли, хлопнув дверью из этой коалиции. И теперь каждый сам за себя. Естественно, всех по одному Эрдоган, каждого в отдельности кандидата Эрдоган побеждает. Как бы там ни было, при всех тех ошибках и просчетах, которые у него на сегодняшний день есть. Так что вот такая вот ситуация с Турцией. Турция активно движется, или точнее не движется, а Турция в принципе перестала, я так скажу, перестала скрывать свои взаимодействия, связи с Российской Федерацией. И проводит собственную политику, ту, которую считает для себя необходимой. Ну и следующая новость у нас тоже, мы возвращаемся опять к нашей войне, это то, что еще один конфликт Так, я вам про конфликт уже рассказал. Еще одна такая новость, которая имеет из стран Балтии. Там в Эстонии прошли парламентские выборы и победила проевропейская партия, от которой сегодня назначен премьер-министр Эстонии. Центристы, которые предлагали больше дружить с Российской Федерацией, и вот они поплатились минус еще 10 мандатов вот этой центристской партии. Я так понимаю, эти мандаты перешли к проевропейской. Так что Эстония становится более проевропейской страной в плане парламентаризма, ну и соответственно в плане поддержки Украины. Премьер-министр Эстонии и его партия выступают за более глубокую интеграцию Украины с Западом, за вступление Украины в Европейский Союз и НАТО. Ну а также критикуют всеми возможными способами Кремль и поддерживают нас как государство в борьбе с российским фашизмом. Еще одна новость,
касательно Бахмута. Бахмут сегодня самая главная точка, наверное, всей линии фронта, которую мы сегодня имеем. Так вот, BBC News дает новость, ссылаясь на издание Bild немецкое, о том, что президент Украины Владимир Зеленский и главком вооруженных сил Украины генерал Залужный разошлись во мнениях о необходимости сохранять Бахмут. Президент Украины Владимир Зеленский разошлись в оценках того, как украинская армия должна поступать с городом Бахмут, пишет немецкое издание. Несколько недель назад Залужный рекомендовал подумать об отступлении из Бахмута, сообщает Bild, со ссылкой на некоторых источников в политическом руководстве Украины. Издание утверждает, что позицию Залужного разделяет большинство военных. Они, видимо, знают лучше ситуацию, владеют более полной информацией по той ситуации, которая там происходит. Украинское правительство заявило, что решение сохранять Бахмут было правильным. Как пишет издание, сторонники обороны города исходят из того, чтобы не дать российской армии продвинуться вперед и нанести ей тяжелые потери. А вот министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил сегодня, что Бахмут имеет скорее символическое значение, чем стратегическое или оперативное. Остин отказался спрогнозировать, будет ли город взят российскими войсками. При этом он добавил, что падение Бахмута не обязательно будет означать, что России удалось изменить ход борьбы. Но, на мой взгляд, самое страшное это то, что коридор, который россияне формируют за Бахмутом, вот это полукольцо, которое они берут, очень широкий. Очень. Я уже даже встречал мнение некоторых и экспертов военных, и аналитиков о том, что очень напоминает Дебальцевскую операцию. Кстати, там появились некоторые даже военачальники времен этой операции. Поэтому риски очень большие в плане удержания города. Тем более, что есть рубеж обороны в районе населенного пункта Часов Яр, откуда, кстати, наша артиллерия активно ведет огонь по поддержке обороняющихся войск. Вот. Так что вот такая вот информация есть на страницах BBC. Хотя есть и абсолютно противоположная информация о том, что, во всяком случае, она вывешена на сайте президента Украины, что единогласно решили оборонять Бахмут. Генерал Залужный, генерал Сырский и президент Владимир Зеленский. Поэтому посмотрим, как будут развиваться события. Но действительно ситуация угрожающая. Когда смотришь на карту, понимаешь, что кольцо все равно постепенно сжимается, и вопрос удержания города – это вопрос времени. Все равно, скорее всего, нам придется его оставить. Главное, чтобы это не было поздно, чтобы мы потом не пробивались из окружения с боями. Это будет намного хуже, и тогда это нивелирует все усилия по нанесению огневого поражения российским оккупационным войскам в этом населенном пункте. Вот такая вот ситуация на сегодняшний день складывается вокруг города Бахмут. Ну и еще одна новость на пасашок. Это тот же BBC сообщает, что целью частной военной компании «Вагнер» было не столько взятие самого Бахмута. Вы знаете, да, они принимали участие, они начинали штурм, а потом их стали менять уже регулярные части российской оккупационной армии. Так вот, сколько истощения украинских военных. В какой-то степени этот план сработал, пишет издание. Точнее, это не BBC, это Wall Street Journal пишет. BBC его просто распространяет. И в какой-то степени этот план сработал, поскольку за 8 месяцев боев за город Украина потеряла часть войск, необходимых для весеннего наступления. Вот тут, конечно, бы хотелось пояснения нашего Генштаба, потому что да,
вопрос резервов, который поднимался тоже некоторыми в Украине насчет того, что а не жгем ли мы там резервы, которых нам потом может не хватить для проведения контрнаступательных операций. Это больше вопрос к генералу Сырскому. Он там у нас больше всех заправляет и непосредственно осуществляет управление войсками на месте. Вот. Так что вот такая вот ситуация на сегодняшний день с обороной Бахмута. Но город пока стоит, город обороняется даже в таких условиях, которые создались сегодня. Кстати, ширина горла на западной окраине Бахмута 5 километров. Всего-навсего 5 километров. Это коридор, который остался под нашим контролем, который мы сегодня пытаемся всеми силами удержать. Вот такие вот военные и военно-политические новости произошли за прошедшие сутки в Украине и вокруг нашей страны. На этом первый раздел нашего видео мы с вами заканчиваем. Военная и военно-политическая обстановка. Я по традиции делаю паузу. У вас есть время, это особенно касается тех, кто не подписан на мой канал, пожалуйста, подпишитесь. Поставьте лайк этому, для всех прошу поставить лайк этому видео, если оно вам нравится, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Вот. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы, как обычно, по традиции, это ответом на те вопросы, которые вы задали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего дня будет следующий. Скажите, пожалуйста, почему мы все время сбиваем вражескую авиацию, а они умудряются совершать такое количество авиационных ударов? Почему? Потому что у них столько авиации. Посмотрите на сводки, нашей разведсводку, в которой говорится, допустим, что к границам Украины стянуто порядка 400 летательных аппаратов. Это разного типа аппараты, но тем не менее их около 400. Напомню, что Россия проводит мобилизацию, а это значит, что могут быть летчики призваны из запаса, которые могут по состоянию здоровья сесть за штурвал и восстанавливать свои летные навыки. Плюс летом был произведен досрочный выпуск курсантов летных училищ. И, соответственно, Россия тренирует вот этих летчиков, которые ресурсом обладают, даже по принципу взлет-посадка, сажает за штурвал и отправляет на боевые задания. Вот поэтому они делают такое количество вылетов, поэтому мы регулярно их избиваем. Конечно же, все сбить мы не можем, к сожалению, потому что плотность ПВО у нас не настолько высока, как, допустим, у российской стороны. Но наша тоже авиация делает вылеты и тоже довольно большое количество, иногда даже превосходящее по количеству боевых вылетов российской авиации. Следующий вопрос очень интересует. Если в радиусе 5-7 метров от человека упадет 120 миллиметровая мина, есть ли шанс выжить? Разумеется, на открытой площадке. Или это сразу 200-й? Это сразу 200-й. Если мина, не снаряд, а мина. Мина имеет контактный взрыватель. Она не оставляет от минных разрывов, нет воронок. Как только взрыватель касается земли, сразу происходит мгновенный подрыв мины. И мина рассчитана исключительно на осколочное действие. Поэтому в 5-7 метров от человека будет и просто решето. Просто. Сохранятся те части тела, которые будут закрыты там каской и бронежилетом. То есть голова и основная часть туловища. Но в любом случае множественные осколочные ранения приведут, если не к летальному исходу, то к тяжелейшему ранению. И такого раненого вытащить будет крайне тяжело.
ввиду множественных осколочных ранений будет большущая потеря крови, если осколки не зацепят жизненно важные органы. Тогда, да, сразу 200. Вообще убойная сила осколков от взрыва мины может составлять до 400 метров. В зависимости от размера осколков, вот такая вот радиус поражения довольно большой. Возможно ли влиять на дроны камикадзе Lancet с помощью антидронового ружья? Спасибо. Да, конечно. Конечно, Lancet же это не столько даже дрон, это он находится в воздухе, может совершать маневры. Я бы его отнес, наверное, он не зависает на месте, но все равно как баражирующий боеприпас. И тут особенность Ланцета состоит в том, что он ближнего радиуса действия, и он имеет обратную связь с оператором. Оператор смотрит и выбирает цель. Да, он может поставить на автомат, и тогда дрон будет выбирать цель самостоятельно. Тогда уже ружье не поможет. Но пока оператор связывается с дроном, то, естественно, применив антидроновое ружье, вот эту переносную установку радиоэлектронной борьбы, да, вы ослепляете, оглушаете этот дрон, и он просто может упасть на землю. Слушал вчера несколько интервью генерала Ходжеса. Он часто упоминает скорость расходов боеприпасов на этой войне. Якобы расчеты по расходу в современной войне оказались ошибочными. Мир внезапно обнаружил, что накопленных запасов и мощностей производства не хватает по всему миру. И для обеих воюющих сторон. Насколько это верно? Насколько расход превышает существенные нормы по артиллерии? Смотря видео пехотных боев, я вижу, как ведут огонь из стрелкового оружия. Такой ритм огня у нас. Армия обороны Израиля невозможно было бы представить. Я не могу даже сообразить, сколько магазинов тащит на себе пехотинец в атаке. На брустверах окопов и в обороне видно, что у бойцов часто имеется по несколько стволов, судя по всему, чтобы дать оружию остыть. Просто не укладывается в голове. Интересно, известно ли о новых нормах, расчетах? Держитесь, все будет Украина. Но вы абсолютно правы, и Бен Ходжес правильно говорит, что эта война давайте вспомним, сколько раз мы с вами, я вам говорил такую фразу, что эта война перепишет все военные учебники. Все, от тактики до стратегии, до оперативного искусства, до стратегии. Почему? Потому что она сломала очень многие нормы и очень многие шаблоны. Ну, например, расход боеприпасов той же артиллерии был рассчитан на то, что, отработав по цели норму боеприпасов, эта цель либо подавлена, либо уничтожена. Если она уничтожена, повторный обстрел не надо проводить. Если она подавлена, то может быть методический огонь беспокоящий, или эту цель обрабатывает уже артиллерия, непосредственно поддерживающая пехоту, добивая там отдельные цели, давя огневые точки как отдельные цели в составе этой групповой цели. Соответственно, расходы боеприпасов уменьшаются. Там 5-6 снарядов на одну огневую точку. Вот, или там 100-200 снарядов на весь взводный опорный пункт. Это норма, понимаете, выложить. А выяснилось то, что артиллерия работает круглосуточно. И выяснилось то, что чем больше она выкладывает снарядов на грунт, чем точнее она выкладывает, но все равно расход просто сумасшедший. Ну, вот я напомню, что вчера мы об этом говорили, я приводил цифры, что Российская Федерация, там вообще бездумно, они просто лупили в белый свет как копеечку, они создавали огневой вал и просто равняли все с землей. У них доходил расход до 70 тысяч снарядов в сутки. 70 тысяч снарядов в сутки. Разделите, допустим, на 70 тысяч, разделите. А производственная мощность сегодня Российской Федерации может производить всего-навсего 4 тысячи снарядов в сутки.
4. Это сегодняшние нормы. У нас сегодня где-то 5-6 тысяч мы тратим снарядов в сутки. И мы говорим, что у нас жесткие лимиты по боеприпасам. Почему мы просим весь Евросоюз, 28 стран, мы просим, чтобы они напряглись и дали нам 250 тысяч снарядов в месяц. Они дают только 100. То есть, понимаете, при том, что мы примерно оцениваем свою норму в 350 тысяч снарядов в месяц. То есть, нам надо, для того, чтобы успешно выполнять свои задачи на поле боя, нам примерно надо 350 тысяч. Это уже по новым оценкам ведения боев. Поэтому, да, действительно, с боеприпасами все... И видите, как всегда было... Ну хорошо, ведь мирное время, в чем проблема заключается? В том, что сделали завод, да, по производству боеприпасов. И этот завод в условиях мирного времени потихонечку вышел на какую-то производственную мощность и клепал, допустим, там по 1000 снарядов в сутки. Или там по 100, или наверное, по 100 или по 200 снарядов в сутки. Потому что мир... Войны нету, раз в полгода или раз в год выезжают на полигон, отстреливают там несколько тысяч боеприпасов за весь месяц полевых сборов, и все на этом. Заполнили склады по емкости, посчитали там эшелонирование боеприпасов, сказали, ну этого должно хватить. И тут мы попадаем на так называемые, на те же самые грабли, когда говорят, что генералы готовятся к прошлой войне. Почему? Потому что мы за основу берем что? Последние войны, которые уже прошли. А видите, наша война показала, что интенсивность боевых действий совсем другая. Совсем другая. И именно поэтому мы сегодня столкнулись, не только мы, весь мир столкнулся. А теперь представьте, если надо увеличить в несколько раз нормы боеприпасов, да, это значит несколько раз надо увеличить емкости складов. Это не просто включил конвейер и завод пошел работать. А теперь либо надо делать завод, во-первых, чтобы он был живучий, защищенный, нельзя его было разбомбить или там грохнуть групповым ударом ракетным, вот, и чтобы он выпускал необходимое количество снарядов, которое, допустим, обеспечивало бы фронт. Ну, хотя бы с каким-то... Ну, с колес это вообще очень плохо, потому что в этом случае эффективность артиллерии резко падает. Вот. А хотя бы с небольшим запасом минимальным, чтобы он успевал производить боеприпасы, для того, чтобы артиллерия могла свободно вести огневое поражение, плюс был какой-то минимальный запас на складах или минимальный запас, который бы заполнил маршруты логистики. То есть, чтобы не было дырок в поставках или перебоев в поставках боеприпасов, чтобы это шло конвейером. Как говорят, чтобы качать нефть или газ по трубе, надо эту трубу заполнить техническим газом или нефтью, чтобы сколько с одной стороны закачали, с другой стороны столько же и выдавило. Вот о чем речь. Вот это полностью будет пересчитано. Сейчас ведется статистика, сколько и чего расходуется. Вот. И да, мы какие-то нормы увеличим. Видите, мы уже посчитали, что нам необходимо где-то 350 тысяч снарядов в месяц для того, чтобы выполнять огневые задачи. Мы просим увеличить, наших странные партнеры просим увеличить эти объемы поставок, довести хотя бы половину, дать из того, что нам надо, или хотя бы 2/3 из того, что нам надо. Вот. Поэтому все будет пересчитываться, поверьте, все нормы после этой войны, все будет изменено. Как в СССР корректировался огонь артиллерии, когда не было беспилотников? Пешие порядки. Корректировщик огня, как во Вторую мировую войну. Все было именно такое. Ну, радиолокационные станции я не беру, там звуковые комплексы тоже мы не берем. А вот корректировка огня, она была либо с командно-наблюдательного пункта, который находился сразу за первой линией траншей, ну, в боевых порядках пехоты. Вот. Либо корректировщики огня, которые шли вместе с пехотой и по радиостанции корректировали огонь артиллерии. Либо это разведка
брали с собой, армейская разведка брала с собой артиллерийского разведчика, который корректировал огонь в глубине обороны противника, за передним краем. Вот такими способами, вот это и были так называемые, по тем временам, если можно их назвать там, беспилотники, да, вот, которые корректировали огонь артиллерии. И в принципе все ограничивалось дальностью прямой видимости. Если не брать технические средства разведки, то все ограничивалось дальностью прямой видимости. Куда вижу, туда и стреляю. Вот 5 километров. Вот. А дальше артиллерия, которая там била на дальности 20 километров, 30 километров, она уже применялась как средство старшего начальника. И там основой, там никакой корректировки огня не было, там основой подготовки данных для стрельбы является полная подготовка, то есть расчетные данные. Рассчитали данные и по этим данным валим норму боеприпасов. Попали, не попали, тут уже как повезет. Если есть возможность, значит придаются какие-то технические средства или средства инструментальной разведки, которые могли скорректировать этот огонь. Но видите, как показала наша война, станции контрбатарейной борьбы выбиваются в первую очередь капитально. Их обнаруживают, как только она начинает работать по засечке снарядов, сразу же ее засвечивает его радиотехническая разведка, и туда наносится удар артиллерии. Так мы потеряли АРК комплексы, которые у нас были. Со звукачами чуть-чуть, с одной стороны, лучше, их не засекают, они ничего не излучают. Но за счет плотности применения артиллерии звуковые комплексы тоже разносятся вдребезги, потому что надо как минимум 2 базы, чтобы они приняли сопряженное наблюдение из 2 баз, чтобы они приняли сигнал. И при такой интенсивности и плотности артиллерии поймать сигнал и сказать, что это твой разрыв, шансов очень-очень мало. Там взаимодействие артиллерии и комплекса должно быть просто идеальным. Поэтому вот таким вот образом, в пешем порядке, с биноклем в руках, с радиостанцией за плечами, вот таким образом корректировался огонь артиллерии. У меня вопрос. Каховку они укрепляют вдоль канала, роют, строят в степи, также ставят зубы дракона, роют рвы. У меня вопрос. Они всю степь не перекроют. Так зачем? С огромным уважением, Новая Каховка. Вот это очень хороший вопрос. Зачем? Это вот то, что я вчера сказал. Пусть роют окопы на побережье. Если они думают, что мы будем высаживать морской десант, пусть роют окопы. Также и здесь. Пусть роют степь. Строят окопы вдоль канала, это, я так понимаю, Северокрымский канал, который начинается там в Новой Каховке, поперек канала, как угодно пусть роют. Степь она широкая, и еще раз говорю, вряд ли кто-то будет штурмовать Каховку в лоб. Скорее всего, мы обойдем ее по степи и просто перережем трассы снабжения гарнизона в Каховке и будем его потихонечку выносить с помощью нашей артиллерии. Что мы очень хорошо научились делать, особенно тренируясь на группировке российских оккупационных войск в Херсонской области на правом берегу. И сейчас мы тоже не уступаем, мы стараемся выносить склады, горюче-смазочные материалы, продовольствие и другие технику, и другие виды снабжения российских оккупационных войск. Вітаю. Наскільки велика разница между переподготовкой летчика с истребителя советского образца на западный и с западного истребителя одного типа на другой, если с ними тоже такой же зоопарк типов будет, как с танками? Слава Украине, ждем в Латвии вашу перемогу. Смотрите, насколько я понимаю, что вот с советского на западный самолет тут кардинально надо переучивать. Хотя основные навыки пилотирования, они сохраняются везде.
Разница только в техническом оснащении самолетов. Если самолет может иметь штурвал, а может иметь джойстик для управления. Сейчас на Западе в основном распространены вот эти управления джойстиком. Так они считают это лучше. Поэтому тут с одного типа самолета на другой, если соблюдены, ну вот допустим западные, да, там просто особенности, потому что это в основном истребители, бомбардировщики, истребители-перехватчики, но они все истребители. Отдельно надо учиться на штурмовика, потому что там совсем другой философия полета и пилотирования самолета. Вот. Ну а пересаживаться с советского на западный, думаю, что, конечно, сложнее, но и должно быть с одной стороны. А с другой стороны, при освоении, при прохождении соответственной подготовки летать на западных образцах самолетов должно быть намного проще, потому что там более информативная система пилотирования этого самолета. Обучаться сложно, а управлять легче. Вот. В этом плане как бы западная авиация ушла вперед от советской авиации. Я не говорю сейчас за российскую, потому что они там что-то модернизировали, что-то выпускали. Вот у них там Су-35 уже был выпущен. Да, это советские разработки, но они его дорабатывали там. Ну, Су-57 я особенно не беру, хотя он тоже планером он отличается. А вот начинкой там тот же самый Су-35. Вот. Более такой широкого спектра у Российской Федерации не осталось. Все советское они берегут. Но у нас не модернизированное советское. Поэтому проблемы есть в обучении, и это занимает время. Особенно пересадка с советских на западные образцы. Скажіть, будь ласка, а що зроблять з Іраном, коли він зробить ядерну зброю? З КНДР нічого ж не сталося. Так, вона ізгой, але Раша дуже добре їй допомагає вижити. Її ж не стерли з обличчя планети. Я абсолютно проти розповсюдження ядерної зброї, але не бачу кардинальних дій у відношенні таких країн. Кстати, не Российская Федерация содержит КНДР. Она частично поддерживала и сейчас, возможно, будет поддерживать в обмен на боеприпасы и в обмен на амуницию военную. КНДР содержит в основном Китай. Это такая игрушка, китайская игрушка. Они контролируют КНДР и за счет этого контроля раскачивают ситуацию в азиатском регионе. Это их как бы ручной такой тигр, которого они иногда выпускают порычать на всех окружающих. Вот. Так что там главный бенефициар это Китай. И, соответственно, такие страны, как Россия и Китай, они не дают эффективно работать западным санкциям. То же самое, что сейчас есть куча стран, есть куча фирм, которые стараются обойти санкции для того, чтобы помочь Российской Федерации, чтобы заработать деньги, потому что Россия готова переплачивать, Россия готова давать хорошие откаты за контракты для своей военной промышленности. Ну а народ по принципу деньги не пахнут, им все равно, они же не проливают свою кровь на линии фронта, поэтому они помогают. Поэтому да, я думаю, что с Ираном единственное, что может случиться, это там могут произойти какие-то взрывы на ядерных объектах. Уже, кстати, был прецедент несколько лет назад, когда взорвали завод, который занимался именно обогащением урана. То есть там, где находились центрифуги, там произошла диверсия, произошел взрыв, и очень много центрифуг было выведено из строя. На что президент Ирана сказал, что мы построим еще больше центрифуг. Так вот, я не исключаю, что если только в Иране станет вопрос, что вот сегодня-завтра должно появиться ядерный заряд в лаборатории, то есть изготовлен быть, то на ядерных объектах Ирана может произойти, как мы любим говорить, слово бавовна. Вот. Я этого не исключаю. Это, на мой взгляд, это единственный эффективный метод разговора с такими странами, как Иран, Россия, КНДР.
Но, к сожалению, в мире, понимаете, всегда находятся какие-то силы либеральные, демократические, которые начинают говорить о гуманизме, мультикультурализме и прочих таких вот понятиях. И в конечном итоге мы оставляем эти страны, не додушиваем их до конца, заставляя отказаться от своих агрессивных действий. Вот. А оставляем их на плаву, на каком-то балансе, а они продолжают, понимая, что их никто полностью не уничтожит сегодня и завтра. Вот что мешало, допустим, отключить Российскую Федерацию полностью от СВИФТа и заморозить выплату России денег за нефть и газ, как это было сделано 40 лет назад с Ираном. И что? Россия бы сдулась за несколько месяцев. А Россия до сих пор пользуется системой SWIFT. Есть еще несколько банков российских, которые официально подключены к этой системе, которые официально осуществляют западные транзакции. Валютные транзакции через систему SWIFT. Вот вам ответ на вопрос. А мы сражаемся на поле боя, и мы с вами решаем глобальную проблему: удерживать Бахмут или выводить оттуда войска. Вот вам ответ на вопрос. Так что силовой вариант. Думаю, что с Ираном может что-то случиться. И скорее всего, на мой взгляд, что-то мне так подсказывает, что как только Иран подойдет к созданию именно ядерного боезаряда, практическому созданию, вот, там несколько месяцев им надо, говорила американская разведка говорила. Вот, как только они к этому событию подойдут, я думаю, что там случится что-нибудь типа бавовны. Ну что ж, мы на этом и второй блок вопросный тоже с вами закончим на сегодняшний день. И у нас остается третий блок. Это приветствия, комментарии, которые вы прислали к предыдущим видео, и пожелания. И первым таким комментарием, точнее тут даже не столько комментарий, сколько, наверное, крик души. И звучит он следующим образом. Когда же освободят левый берег Херсонской области? Сил уже нет с орками жить. Насколько я понимаю, это конец весны, начало лета. Странно, что Китай хочет переделать экономику Тайваня под свою модель. Пусть бы две системы работали. Не мешает же зарабатывать стране. И пусть две системы соревнуются, учатся друг у друга. Что это же просто прекрасно. Тайваньцы уже обучены, приспособлены к своей системе. Не надо воровать принципы Соединенных Штатов и применять их недостаточно грамотно, как в Российской Федерации делают, например. Что то неумный ход Пекина и недальновидный. Прямо концлагерь хотят организовать из процветающего острова, как в Российской Федерации, так и до Северной Кореи докатиться можно. Это и выгодно, хоть один регион самодостаточен. Им что, 2 миллиарда людей недостаточно рулить? Более глупого порыва и выдумать трудно. А вы не правы, потому что развалится тогда китайский тоталитаризм. Он рухнет, понимаете, вот эти 2 миллиарда, они будут видеть, как живет Тайвань, и будут требовать того же от своего руководства на материковом Китае. Вот. И это приведет к краху системы. Именно поэтому они готовы удушить Тайвань. Смотрите, что Китай сделал с Гонконгом. Пока Гонконг был под британским протекторатом, да, это был процветающий регион, просто процветающий. Это была мировая финансовая Мекка. Туда летали там отдыхать, туда летали делать бизнес, туда летали делать деньги. Что сегодня Гонконг, кто не вспомнил? Он сегодня такая среднестатистическая китайская провинция. То же самое будет с Тайванем. Вы не забывайте, что Тайвань это где-то больше 80% мирового рынка микрочипов. Тайваньский чип лучший в мире. Лучший. Китайский чип в десятки раз уступает тайваньскому. Ну как такое можно оставить? И плюс это же будоражит весь Китай. Нет, Китай никогда в жизни не пойдет. Ни один тоталитарный режим не пойдет. Смотрите, что делает Российская Федерация. Как только
Чечня попыталась за независимость. Что было? 2 чеченских компании, кровавая расправа. Республики, бывшие республики Советского Союза, ставшие независимыми государствами, в границах признанными во всем мире, попытались идти самостоятельным курсом, кто на Запад, кто в НАТО, кто куда. Что Россия устроила? В Грузии отхапано 20% территории, у нас было отхапано 7%, сегодня почти 20% территории. В Молдове анклав создан, в Карабахе прямое вмешательство Российской Федерации. Нет, диктаторские режимы не могут существовать, когда рядом существует что-то лучше его. Диктаторский режим всегда это закручивание гаек, это лишение своего народа информационного пространства и жизнь в парадигме только одного государства. Есть вождь, на него надо молиться, что вождь скажет, то и будем делать. Хочешь, не хочешь, обязан. Не хочешь — научим, не умеешь — научим, не хочешь — заставим. Принцип Советского Союза. Поэтому они просто не могут пережить, они развалятся. Это и угрожает их режиму, их власти. Шахедов стало меньше, потому что израильтяне разбомбили 2 завода в Сирии и 1 в Иране, а также склады с готовой продукцией. Однако иранцы построят еще заводы, и если их не бомбить, то они опять появятся у России в больших количествах. Ну, это будет, я не думаю, что это будет завтра. Во-первых, давайте так начнем, что Израиль вообще ничего там не бомбил. Нет никаких официальных подтверждений, что вот те взрывы, которые произошли в Иране, и те беспилотники, которые якобы долетели до этих заводов, что они были израильскими. Поэтому давайте не вешать ярлыки по поводу того, что Израиль это или нет. Скажем, воспользуемся любимой фразой Путина: их там нет. Это не мы. Где доказательства, как говорил покойный Чуркин в Совбезе ООН, вот, постоянный представитель Поспред России. Так что, но то, что заводы повреждены, тут я с вами абсолютно согласен. Видимо, повреждения были серьезные, и это, может быть, повлияло на то, что в России сейчас шахедов очень ограниченное количество. Стосовно Ірану з'явилася інформація: у Чорне море через Босфор увійшов російський контейнеровоз з військовим вантажем із Сирії, що перебуває під санкціями Сполучених Штатів Америки. Деякі ЗМІ пишуть, що судно Спарта-4 було завантажено у Сирії і йшло у супроводі кораблів військово-морського флоту Росії. Воно пройшло через Босфор у темну пору доби. Очікується, що воно розвантажиться в Новоросійску. Ну, вот это то, что я рассказывал в начале, в оперативной обстановке, что Эрдоган повел себя крайне непорядочно в плане того, что он больше играет на стороне Российской Федерации. Ну, заодно скрывается консерва. Мы понимаем прекрасно, что Эрдоган при случае он нас сольет, как, ну, сдаст с потрохами. По поводу окопов на пляжах Крыма ответ неправильный. Они нужны для распила в первую очередь. Вы фото их видели, первый же шторм их размоет. Идеальный способ закапывать деньги в песок. Ну и оседание их в карманах погононосителей Российской Федерации. Ну, как вариант, да, убедить Кремль в том, что окопы нужны, и действительно в песке построить окопы, а дальше и списать все деньги. В израильской армии за 72 часа увеличивают армию в 3 раза. Все мужчины до 45 лет служат месяц в год. Поэтому армия вырастает не просто на плохо обученных и неслаженных подразделениях, а на подразделениях, которые давно вместе служат. Форма и все, кроме оружия, у каждого дома. Поэтому все приезжают на место сбора уже одеты в форму, получают оружие, и подразделение готово. Нет другого выхода, когда вокруг враги и намного больше, чем Израиль. Ну, хороший вариант, мы его с вами обсуждали. Скорее всего, мы к нему и придем. Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен
Урсула и канцлер ФРГ Шольц, Европа покончила с зависимостью от российских энергоносителей. Это их заявление. Нефти и газа у Европы полно. Цены на газ ниже, чем до войны. Никаких замерзаний и отключений энергии. Энергетическую войну с Европой Путин проиграл разгромно. Да, это правда. Цена на газ на бирже европейской упала ниже $500 за 1000 кубометров. Главное, чтобы мобики понимали, что с повесткой в военкомат они одновременно получают повестку в Гаагский суд. И кто-то написал комментарий, и билет к Кобзону на концерт. Ну, вы знаете, да, у нас расхожая эта фраза, что билет на концерт к Кобзону это похоронка. Для российских оккупационных войск. После войны Крым был нищий, убогий, без света, газа, воды. Россия не могла содержать его, поэтому Хрущев отдал Крым Украине. Когда Украина провела свет, газ, воду, в Крыму начали выращивать виноград, делать хорошее вино, выращивать рис. Украина построила множество санаториев, построила дороги и другое. А Россия никакого отношения к этому не имеет. Кстати, я даже еще добавлю к вашему комментарию, что Украина не только подняла полностью Крым в индустриальном и в промышленном отношении. Построили Северокрымский канал, воду дали в Крым, начали выращивать. Путин вложил деньги в 3 стройки. Аэропорт, трасса Таврида и Крымский мост. Все. Это все, во что вложил на сегодняшний день Путин. Но опять же, надо гигантомания Российской Федерации, она как всегда налицо. Аэропорт на 2 миллиона пассажиров, где в Крыму вы 2 миллиона пассажиров видите? Для этого надо его развивать. Трасса Таврида, пропускная способность намного превышает количество автомобилей, находящихся в Крыму. Единственный может быть Крымский мост, который давал экономический какой-то эффект, чтобы не объезжать Азовское море и не зависеть от погоды для паромной переправы. Все остальное сделала Украина. Все. Но я вам скажу, что в Крыму дороги были не самые плохие. Даже в постсоветский период дороги там были довольно-таки неплохие. По поводу А-10 категорически не согласен со мной. Именно для такой войны, как эта, А-10 и создавались. Модернизированный вариант А-10 имеет укрепленный планер и крылья и может нести на себе весь спектр вооружений, который несет F-16. А-10 имеет прочное шасси и может эксплуатироваться с полевых аэродромов. Кроме всего прочего, это штурмовой самолет для непосредственной поддержки пехоты. Ох, как бы он пригодился нам под Херсоном, а сейчас под Бахмутом. И главное, это дармовой самолет. Американцы хотят списать большое количество этих самолетов и просто не знают, куда их деть. Если бы в украинском руководстве нашлась светлая голова и сказала бы американцам: дайте нам, эти самолеты были бы уже в Украине. Ну, каждый имеет право на свое мнение. Он дозвуковой, он не очень маневренный, скажу так, самолет. Поэтому он очень хорошая мишень для тактических средств ПВО, которые сегодня есть на линии фронта. Но, тем не менее. Здравствуйте. Насчет окопов в Крыму вы не правы. Роют их не для обороны от морского десанта. Все гораздо прозрачнее. Это всего лишь освоение денег. Вот это еще один такой комментарий по поводу этих окопов. Так сказать, попил бабла нужным людям. Откат нужным людям из бюджетов от кремлевского фюрера за лояльность. Привет из временно оккупированного Крыма. Слава Украине. Здравствуйте. А если запустить ударные дроны по целям в Черном море на небольшой высоте 3 или 5 метров над уровнем моря, они же не будут видны ПВО противника? Да, они не будут видны, но может быть так и будут и сделают, когда этих дронов будет достаточное количество. Можете ли вы вместо донских казаков употреблять слово ряженые? Оно им больше подходит. Хорошо, спасибо, я возьму на вооружение. Ну, ряженые это же не настоящие. Ну да, вы хотите сказать, что они действительно ряженые казаки, а не донские.
Бахмут станет одним из символов героизма украинских воинов. А о героях Бахмута нам еще предстоит узнать. Будет там и мемориал, и художественное кино снимут, и книги напишут. Героям слава. Ну, как-то, видите, у нас меняется приоритет. А Азов, а Мариуполь, это уже не там уже мемориала не будет, там уже героев нет, не символ стойкости. Вот. Так что тут надо быть очень осторожным в таких критериях. Никаких перемирий, разбить морду врагу, вытеснить его со своих территорий, а потом уже можно о чем-то подобном думать. Абсолютно прав. И вот эти все провокаторы, которые призывают, особенно внутри страны, которые призывают, давайте же к переговорам, это очень настораживает. Слава героической Украине над империалистической Россией. Я из Баку. Вот такой комментарий. Слава Україні, слава героям. Вітання від артилеріста 80-ї десантно-штурмової бригади. Очень приємно. Як тільки з'являється можливість, завжди дивлюсь ваші відео. Дякую вам за вашу роботу. Це як великий труд по збору інформації. Дякую за все, що ви робите для нашого суспільства. Слава Україні від воїнів ДШВ, десантно-штурмових військ. Дуже приємно, що мене дивляться навіть в наших десантно-штурмових військах. 80-ки, огромный привет. Это, кстати, бригада с такой, я бы сказал, замечательной историей. Это из того еще старого состава вооруженных сил Украины. Очень многие люди, которые коренные крымчане, ждут Украину. А миллион рашки, которые понаехали, конечно же, нет. И я жду, и моя семья, и мои друзья. Привет из Ялты. Крым – это Украина. Харьков приветствует наш украинский красавец Крым. Вот такое вот пожелание из Харькова к Крыму. Я даже согласен базу НАТО у нас в Севастополе. Ну да, чтобы авианосец Фиджераль зашел в порт Севастополя, да, и бросил якорь и покрасовался там возле Графской пристани. Так. Следующее у нас. Мы с Ялты и все мои друзья с Бахчисарая. Все ждем вооруженные силы Украины. Флаги приготовили. Все готово. Ждем с нетерпением. Наконец будут наши. Наконец вернутся друзья. Кто выехал. И снова к нам зайдут океанские лайнеры. Любимые, ждем. Мы и уверены, ведь Бог с нами. И правда с нами. Вот такое. И еще одно из Крыма. Привет из Крыма, Севастополь, Балаклава, вооруженные силы Украины. Ждем вас. Ну что ж, вот на такой оптимистической, патриотической ноте мы сегодня заканчиваем наше с вами видео. Я благодарю вас за внимание, за то, что вы досмотрели до этого момента. Еще раз приглашаю тех, кто не подписан, подпишитесь. Проверьте, чтобы у всех у вас был нажат колокольчик в подписке. Тогда вы будете получать уведомления и смотреть видео на моем канале в оригинале, как только они на нем появятся. Также не забудьте поставить лайк этому видео, тогда его смогут увидеть как можно больше количество людей. Ну и хочу поблагодарить спонсоров и тех, кто помогает каналу. Благодаря вашей помощи у меня есть возможность записывать эти видео. А ми з вами віримо в Збройні Сили України. Перемога за нами. Слава Україні!